Всем привет! Сегодня будет демонстрация нового куба, а точнее 3 кубов разных версий, отличающихся по сложности. Это обычная трешка, и сейчас покажу, в чем разница между обычной трешкой и необычной трешкой. Ну вот, например, если переставить 3 ребра на этом кубе классическом, можем воспользоваться алгоритмом U-перестановки из методики Фридрих. Очень простой. Вот мы переставили, да? Откатить можем либо в обратную сторону, либо множеством других способов. Ну, например, отвернуть ребра вот так вот, сделать отсюда пиф-паф, отсюда пиф-паф, откатить первый пиф-паф и откатить второй пиф-паф, вернуть слой в начальное положение. Еще раз алгоритм из Фридрих, вот. Или другим способом, отсюда сделать рыбку и отсюда сделать рыбку. Все. То есть исправляется очень просто. Давайте еще какой-нибудь вариант. Так, запутали, да? Вот, отворачиваем ребра и вот так вот легко и просто вернули их обратно. Можно продолжать долго, показывать всевозможные варианты. Это все очень просто. Но давайте запутаем, опять же, вот так вот куб. То есть мы сместили 3 ребра, да? И сейчас сделаем из классического куба вот в таком запутанном состоянии сложный куб. Мы его перехитрим и пойдем в обход. Гениально! Для этого я возьму изоленту и буду нарезать куски. Мне понадобится вот такой вот большой кусок. Я вот сюда его приклею. Сделаю блок 1, 3. Вот тут. Теперь отрежу еще один кусок поменьше. Квадрат. Приклею вот сюда. Еще один такой же квадрат. Приклеиваю его вот сюда. И мне нужен еще один квадрат. Приклею его вот сюда. И вот смотрите, что у меня получилось. У меня вот здесь вот блок 2,2, тут блок 2,2, и здесь блок 2,2 на нижнем слое. И можно ли вернуть вот эти ребра назад? Давайте засечем время и посмотрим, сколько мне понадобится на это. Это сделать довольно непросто. Но смотрите, у нас здесь такие серьезные блокировки. Видите? Блоки большие, друг друга блокируют повсюду. Но способ есть. Итак, запускаем таймер. Время пошло.
Фух. Ну, это была, как видите, наверное, самая длинная U-перестановка по сравнению с теми, которые делаешь просто на обычном классическом кубе. Вот. Итак, этот бандаж назвал миксером. И это его самая такая, так скажем, легкая версия. Сейчас расскажу, как собирать этот куб-миксер. Почему я дал ему такое название? Ну вот тут нужны несколько алгоритмов, чтобы его собрать. И, так скажем, определенная тактика. Значит, первый алгоритм, который нужен здесь, это сдвиг вот этих вот 4 ребер. Вот так вот сдвигает их все по кольцу. Если вот так вот сделать, вот, то видим, что оранжевая осталась сюда, синяя отсюда сюда, красная сюда, зеленая сюда. При этом зеленая у нас перевернулась, но здесь флип палки. Понятно, что еще одно ребро перевернуто. И разворот 3 углов. То есть за один этот алгоритм, за, так скажем, один, ну, будем называть это такт, у нас ребра вот так по кольцу сместились, развернулись углы, и одно ребро флипнуто, перевернуто. То есть, если я сделаю еще 3 раза, то я что получу? У меня будут все ребра перевернуты. Вот. И углы будут в одном повороте. То есть, после выполнения 3 тактов углы станут на место. Вот. Но еще ребра будут не на месте. А если ребра поставить на месте, они уже все перевернутся, но углы будут в одном повороте. Ну и несложно посчитать, чтобы у меня синхронизировалось так, чтобы углы были развернуты правильно и ребра стояли на всех своих позициях правильно, да? Ну и здесь не было флипа палки. То получается, мне нужно 12 тактов. 12 раз сделать этот алгоритм. А для того, чтобы вернулись как бы ребра в свое положение, ну и в свое положение, и были уже правильно развернуты, то есть куб пришел в собранное состояние, мне нужно, получается, 24 раза сделать этот алгоритм. То есть цикл 24 раза. Значит, я сейчас сделал 1 раз, да, вот делаем 2, 3, 4. Значит, все ребра развернуты и углы развернуты на 1 оборот. Вот. Делаю еще 4. 1, 2, 3, 4. Теперь ребра назад развернулись, углы развернуты на 2 оборота. Еще 4, углы развернутся уже в правильное положение, но ребра опять будут перевернуты. 1, 2, 3, 4. Вот. Ну, понятно. Теперь углы развернулись правильно, а ребра все флипнуты. Получается еще 12 раз, и куб соберется. Это 2. Ну, можно не считать. Мы его вот так докрутим до собранного состояния.
Вот. Но для того, чтобы собирать этот куб, этого алгоритма недостаточно. Нам нужно еще что-то, чтобы мы могли обменивать элементы, ставить их в разные позиции. А также флипать только два ребра, чтобы ребра были и в своих позициях, а также чтобы выполнялся флип. Вот. Потому что когда он хаотично перемешан, вот этим алгоритмом мы ничего не сделаем. Мы вот так будем бесполезно по кругу это все перемешанное состояние гонять, но куб не соберется. И для сборки нужно еще несколько перестановок. В принципе, достаточно одной через правую грань или через фронтальную. Что она делает? Она вынимает, эта перестановка, отсюда ребро. Вот это ребро отсюда можно сдвинуть. Ну, забрать его в верхний слой. И, значит, забирая отсюда ребро и меняя ребро на другое ребро из верхнего слоя, мы, получается, как бы можем использовать вот этот слот как буфер. И отсюда, допустим, мне нужно красный переставить сюда. Ну, предположим, да. Я убираю красный в буфер. Вот. Дальше алгоритмом, который только что показал, сдвигаю позицию туда, куда я хочу его поставить. Вынимаю потом, опять же, вторым алгоритмом из буфера красный и сдвигаю первым алгоритмом назад уже в ту позицию, куда я хочу его поставить. Двигать можно вот это кольцо, получается, по часовой стрелке, да, и в обратную сторону мы его раскручиваем. Вот. То есть прямой ход и обратный. И, значит, показываю второй алгоритм. Давайте, значит, через фронт будем делать, да. Значит, что произойдет? Произойдет то, что красный, вот это вот красно-белое ребро поменяется с зелено-оранжевым. То есть они обменяются, и у меня тут будет флип палки, но на это, в принципе, смотреть не нужно. Она будет часто флипаться туда-сюда. То есть это вас заботить не должно. Как видим, красно-белое ребро поменялось с оранжево-зеленым. Здесь у нас флип. Если выполнить этот алгоритм еще раз, ребра опять поменяются, исправится флип, и ребра будут во флипнутом состоянии, вот эти два, в перевернутом. То есть вот выполняем. Вот это ключевой момент для исправления ситуации, когда у нас флип, нужно сделать флип только двух ребер на месте, где они расположены. Потому что этот флип, когда мы крутим первый алгоритм, он смещает ребра. А это у нас чистый флип. Если я еще два раза сделаю этот алгоритм, то я исправлю эту ситуацию. Вот. Но давайте сделаем по-другому. Я сейчас покажу этот же алгоритм через R слой и добьюсь ситуации, что у меня на кубе будет все собрано, будет только два ребра вот так вот птичкой флипнуты. То есть сейчас выполняем тот же самый алгоритм, только будет меняться синее-белое ребро и оранжево-зеленое. Вот так вот они поменяются.
Значит, оранжево-зеленое поменялось с бело-синим. И еще раз его выполняю. Они поменяются обратно, исправится флип, и бело-синее ребро будет перевернуто. Ну, вот так вот собирается этот куб. То есть вы вращаете кольцо, меняете позиции ребер. Если вам нужно переставлять ребра, ну, допустим, вот U-перестановка, я не зря ее выбрал, но вот это на этом кубе это довольно сама даже классическая расстановка, ну, U-перестановка, это серьезный скрамбл для этого куба. Вот. То есть вам нужно использовать буфер, чтобы назад вернуть эти ребра. И также попутно будут возникать флипы, которые нужно исправлять. Итак, давайте еще для практики как раз покажу, как добиться, чтобы, допустим, вот эти два ребра я оставлю перевернутыми, как перевернуть еще вот эти два ребра, используя как раз вот эту технику подгона к вот этим вот слотам других ребер. Ну вот смотрите, я сейчас могу несколько раз прогнать кольцо и поставить бело-зеленое и оранжево-зеленое в эти позиции. Это я выполняю первый алгоритм. То есть вот я их сместил, и мне надо, чтобы они были вот здесь. Я их беру и смещаю еще раз. Вот. Теперь они в этих позициях. Значит, если я через F 2 раза сделаю алгоритм, то у меня исправится флип оранжево-белого ребра. А если я через R сделаю этот алгоритм, то у меня исправится флип бело-зеленого ребра. Дальше я просто откачу вот эти два такта, которые только что использовал, чтобы поставить ребра сюда. Ну, давайте, значит, исправляем сначала одно ребро. Вот так. Вот. Теперь его еще раз выполним. Вот, я его перевернул. Когда оно откатится сюда, то оно будет уже в правильном положении. И теперь через R переворачиваю вот это ребро. Еще раз. Вот. Теперь откатываю первый вот этот подвод вот этих ребер сюда. Раз. И там было 2 раза. Вот я добился того, что вот эти два ребра, которые здесь были не перевернуты, я перевернул. Сначала подкатил их сюда, здесь их перевернул и потом откатил обратно. А мы знаем, что когда все ребра, значит, у нас в таком перевернутом положении, это 12 пиф-пафов. Вот, по первому алгоритму. Не пиф-пафов, а 12 тактов вот этих вот небольших алгоритмов, которые крутят это кольцо, вращают иглы и также флипают ребра. Давайте считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ну и 12 завершаем. Все, так вот миксер, такой виртуальный воображаемый миксер, крутанули и раскрутили. Вот такой вот куб. Можете его при помощи изоленты на обычной трешке сконструировать, попрактиковаться.
Если кому-то нравится нестандартная, вот, если кому-то надоела обычная трешка. И вторая версия этого миксера. Берем отсюда, переклеиваем кусок изоленты вот сюда на верхний слой. И, как несложно догадаться, собрать его уже так, как собирал версию 1, невозможно. Невозможно, почти невозможно. Смотрите, из версии 2 мы переходим на версию 1 вот таким сетапом. То есть, если вы разобранный куб версии 2 собираете вот к такому состоянию, как стикер мод, как будто он должен быть вот собранный вот такой. Вот. Видим, что блок внизу, да, эти два блока здесь, все нормально. То есть мы можем алгоритмами, которые я показал, собрать вот вторую версию к такому состоянию. Ну, или к любому другому, какое вам, так скажем, более будет проще воспринимать визуально. А потом просто откручиваем. Вот. Откручиваем сетап, и он у вас будет собранный. Вот. Это версия 2. И отсюда, значит, убираем вот эту латку. Можем ее разрезать на две части. Сейчас для самых отчаянных сборщиков версия 3 миксера. Это уже значительно сложнее. У нас получается вот здесь вот такой вот блок появился. Два блока вот здесь вот по-прежнему. Бар тут, но блок вот так вот на центральном слое. И сборка тут уже отличается, но я решил, что пусть это будет миксер версия 3. Те, кто собрали версию 1 и версию 2, должны, по идее, справиться и с версией 3, хотя она собирается с большими отличиями. Если понравилось видео, не забудьте лайк, подписку на канал. Всем спасибо за внимание.